Если вы чего-то очень сильно хотите, но хронически этого не получаете, если вас мучает сопротивление, лень, прокрастинация и прочие игры разума, если вы точно знаете, что именно вы хотите, деньги, машины, квартиры, бизнес, отношения и прочие мирские радости, и вы точно знаете, что для этого нужно делать, но по какой-то причине вы этого не делаете, или занимаетесь саботажем, или как будто бы сами себя лишаете всего этого, то можно воспользоваться одним из вариантов техники, который называется квадрат Декарта. Это вариант, дополненный гештальтом и приправленный НЛП. Возьмите лист бумаги и сверху напишите тот результат, который вы хотите в утвердительной форме, и так, как будто бы вы это уже получили. То есть, например, у меня уже на руках нужное количество денег, или я уже купил себе, например, новый Escalade, или у меня красавица жена, которая готовит наваристый борщ, или наоборот, я наконец-таки вышел, закончил те отношения, которые меня тяготили, или дом в Испании, или кресло в совете директоров «Газпром», или, например, я наконец-то починил розетку в прихожей и выкинул елку. Все, что угодно, чего вы искренне хотите, искренне желаете, но движение к этой цели по какой-то причине не происходит. Теперь поживите в этом немного ассоциированно. Почувствуйте, как ваше тело откликается на достигнутый результат. Как вам сидится в вашем Escalade? Как на вкус ваш борщ? Как пахнут и шелестят пачки банкнот? Скорее всего, по этому поводу у вас будет целый коктейль из противоречивых ощущений и эмоций. Иначе никаких проблем с достижением этой цели у вас не было бы. И наша задача сейчас весь этот коктейль разделить на ингредиенты, на составные части и поработать с нашими эмоциональными реакциями. Дело в том, что именно наши эмоциональные реакции, наши эмоции, наши ощущения программируют наш мозг на результат. Например, если вы представляете себе, вы думаете про ваши поставленные цели, и ваше тело съеживается, вы чувствуете тревогу или отвращение, или страх, то это не появится в вашей жизни, что бы вы по этому поводу не думали. Например, если вы представляете себе Балтику девяточку, синий доширак и холодную электричку в час пик, ваше тело наполняется теплом, удовольствием, вы прям чувствуете, что вот она, настоящая сермяжная житуха, вот это она, то это будет частью вашей жизни. Даже если вы прекрасно знаете, что правильно хотеть. Филе миньон, Дон Периньон, Астон Мартин и Вашерон Константин. Именно ваша эмоциональная реакция определяет то, как вы живете. И если ваши убеждения, ваши мысли, ваша картина мира, ваши интерпретации, то, что вы думаете по этому поводу, не соответствует тому, что вы чувствуете по этому поводу, то вы получаете внутриличностный конфликт, прокрастинацию, лень, саботаж, самообман, там, стеклянные потолки, грязную карму, Меркурий в рыбах, чакры не того цвета, венец чего-нибудь и прочую драматургию. Поэтому цель нашей работы – навести порядок в голове по поводу ваших желаний. Для этого разделите оставшуюся часть листа на 4 части и письменно ответьте на следующие вопросы. В первом квадрате напишите, что ценного и хорошего вы получите, если вы достигнете своей цели. Цель, соответственно, вы имеете в виду ту, которую писали сверху вашего листа. Для примера возьмем зарабатывать в 10 раз больше денег, чем вы зарабатываете сейчас. И вы пишете все, от чего вы получаете удовольствие, когда вы зарабатываете в 10 раз больше. Все плюсы, все, что теперь становится возможным, когда вы зарабатываете в 10 раз больше, чем сейчас. Это точка Б. Это ваш искомый результат. И здесь ваша задача максимально этот квадрат догрузить плюсами по максимуму для того, чтобы вы просто были наполнены радостью, чтобы ваши эмоциональные реакции были позитивными, чтобы этот квадрат был наполнен вашим удовольствием, радостью, удовлетворением и прочими гормонами счастья по поводу вашего искомого результата.
Во втором квадрате напишите, что хорошего и ценного вы получите, если вы не достигнете результата, если вы провалитесь, если вам не удастся достигнуть цели. Выпишите все возможные плюсы, от чего вам в принципе может быть приятно и хорошо, если вы остаетесь в точке, где вы сейчас находитесь. Допустим, вы с упоением можете пожаловаться на перипетии судьбы, на несправедливость мироздания, и ваши близкие друзья в этом вас поддержат. Может быть, в этом страдании, в этом саботаже, в этих муках вы будете ближе к своим родителям, к своим друзьям. Возможно, вы будете получать удовольствие, отдельное удовольствие от того, что вы можете себе позволить посмотреть новый сезон «Глухаря», где-нибудь сидя в коптерке у себя на старой работе. Это ваши вторичные выгоды. Это то, ради чего вы остаетесь в той точке, где вы находитесь. Это то, ради чего ваше подсознание, ваш мозг может саботировать изменение жизни. И ваша задача сейчас показать вашему мозгу о том, что все эти ваши потребности вы еще слаще, еще вкуснее сможете удовлетворять, получив результат в точке Б. Например, вы точно так же можете всласть жаловаться на перипетии судьбы, что вот, например, 300-й крузак ждать аж до августа. Или что глухаря не показывают в Испании или в Дубае и так далее. И тех, кто может вас в этом поддержать, с кем вы можете здесь быть в этом близки, вы можете также найти в точке Б. Третий квадрат. Здесь напишите, что плохого случится или что ценного я потеряю, если я достигну искомый результат. Какие минусы меня могут ждать от достижения моей цели. Здесь могут быть все ваши тревоги, страхи, то, от чего вам плохеет, от чего вы сжимаетесь, от чего вам тяжело. Прямо почувствуйте, от чего вы можете, теоретически можете испытывать тревогу, страх, печаль, отвращение и другие тяжелые эмоциональные реакции. Может быть, вы подумаете, что все ваши близкие будут завидовать вам, отвернуться, вы останетесь один, вам будет плохо, одиночество, депрессия и так далее. Вам от этого печально, хочется плакать. Может быть, вы думаете, что мама заругает, мама отвергнет, папа расстроится или соединится со своими какими-то травматичными переживаниями, и нам как-то захочется позаботиться о них и показать, что нет, мне все-таки плохо. Я могу в этом побыть с вами. Это ваши риски, это ваши страхи, это то, ради чего, из-за чего вы готовы оставаться здесь. От чего ваше подсознание, ваш мозг саботирует достижение вашей цели. Соответственно, для того, чтобы освободиться от всего этого балласта, вы можете использовать техники, которые уже описаны на этом канале. Где-то здесь появится видео, как работать с тревогами и страхами. Но плюс к этому, весь этот кортизол, эту боль, эту печаль, этот страх вы можете использовать в четвертом блоке, в четвертом квадрате. Там все это добро нам очень сильно пригодится. И четвертый квадрат. Здесь напишите, что плохого будет в вашей жизни или что ценное вы потеряете, если останетесь там, где вы сейчас находитесь. Если вы не достигнете нужного результата, если у вас не получится достигнуть вашей цели. Напишите здесь все минусы того уровня, где вы сейчас находитесь. Все, от чего вам больно, страшно, печально и так далее. Это ваша точка А. Это та точка, где вы сейчас находитесь, откуда вы хотите уйти, в точку Б. Соответственно, здесь ваша задача догрузить этот квадрат всей возможной болью, которую вы сможете в себе найти. Пользуйтесь с удовольствием болью, кортизолом, страхом из третьего квадрата и усильте ее настолько, что страхи из третьего квадрата показались бы вам просто баловством. Например, что намного опаснее
быть без денег, или намного опаснее не получить этот результат, чем, например, получить. Намного. Например, что намного тяжелее переживать тот факт, что мое окружение меня презирает, если я не получил этот результат, чем то, что, возможно, кто-то по этому поводу напряжется, а может и не напряжется, и так далее. То есть наша задача здесь, в точке А, там, где вы сейчас находитесь, создать ваш личный персональный ад. Догружайте всем болезненным, всеми вашими страхами, унижением, отчаянием, которые сможете найти в принципе в себе. Допустим, представьте, что ваша жизнь просто пройдет впустую. Какой пример вы покажете своим детям, и что они будут такими же неудачниками, как и вы, и будут также страдать всю свою жизнь, и так далее. Всю вашу личную боль выливайте в точку А, чтобы просто ваш диван или то, на чем вы сидите, просто полыхнуло под вами. И вы не могли просто сидеть на месте. Теперь посмотрите на весь лист. Перед вами картина вашего внутреннего эмоционального конфликта и схема его решения. То есть ваши внутренние потребности, как лебедь, рак и щука, просто растаскивают вас в разные стороны, а вы остаетесь на месте и при этом тратите массу энергии и сил. Поэтому если вы качественно, глубоко проделаете эту работу, вы из этой эмоциональной каши получите эмоциональный вектор из точки А в точку Б. Из вашего персонального ада в ваш персональный рай. Из кортизола в дофамин, из минуса в плюс. Соответственно, вы уберете все, что находится между вами и вашим результатом. И создадите разность потенциалов и внутреннее напряжение. И единственное, что ваш мозг сможет сделать для того, чтобы избавиться от этого напряжения, это дать вам ваш результат.